Саран-саран, с вами Ариран, и я вернулась с моря, поэтому огромное спасибо всем тем, кто ждал моего возвращения. А еще у меня сломался микрофон, поэтому простите, пожалуйста, за не очень качественный звук. Но сегодняшнее видео будет посвящено BTS и Love Yourself. Если честно, у меня очень много мыслей, и я запуталась не меньше вашего, но тем не менее вы просили меня поделиться своими догадками. Я на самом деле считаю, что девушки являются отражением самих парней. Так что, когда я увидела схожий ход мыслей в теории про аниме, я даже как-то расстроилась, ведь та теория имела много философских суждений про это явление и как-то коряво прикручивалась к тому, что мы видим в Love Yourself. Я же не хочу считать девушек прям нереальными. Они вполне могут быть просто обычными девушками, близкими по духу с парнями. Но и исключать того, что они могут оказаться лишь проекциями, я тоже не могу. Тем более в записях Сакджина говорится, что после возвращения с моря участники остались одни. И если понимать это буквально, то наличие реальных девушек ставит это утверждение под сомнение. Но это не точно. Едем дальше. Девушка в сценах Тэхёна словно его ментальная копия, именно та его сторона, которую он все время пытается в себе подавить. И эти его действия словно непринятие самого себя, поэтому она в этой сцене уходит. И уж точно она не напоминает мне Намджуна, как было озвучено в другой теории, лишь потому, что бежит от полиции. Она на самом деле больше смахивает на Тэхёна, нежели на Намджуна. Как и Намджун, эта девушка вынуждена подрабатывать, чтобы обеспечить свое существование. Их образ жизни, безусловно, похож, но какая суть заложена в их встречу? Да, это склонность рэп-монстра заботиться о других, но при этом он испытывает неуверенность и не может принять этого, словно снова и снова сбегает от самого себя. А ведь Тэхён на самом деле не просто скучает по Хёну, он реально нуждается в его помощи. Вот тут мы видим, что Тэхён не дождался звонка от Намджуна, а бунтарский характер словно преследует его, как эта девушка. В конце концов, эта сторона берет верх, и он снова влипает в неприятности. У меня есть еще множество мыслей, но пока об этом рано говорить. Скажу лишь то, что Тэхён на самом деле хочет быть наказан за свои поступки. Вот тут на остановке Тэхён пишет что-то неразборчивое. Когда они убегают, мы видим только «I'm fine», «я в порядке», вот здесь и вот тут. Именно эти слова видит Намджун, думая, что у Тэхёна все хорошо. Как мы знаем из заметки, что было недавно опубликовано, после возвращения с моря парни не общались, но были вещи, которые давали почувствовать им присутствие друг друга. Там упоминается граффити или граффити. Это как способ общения, через который выражает себя Тэхён. Так Намджун может издали присматривать за своим танценом и знать, что у него все хорошо. Но ведь если повернуть эту надпись, мы видим не «I'm fine», а «Save me», «Спасите меня». И это зов о помощи. Такая же надпись есть на парном постере ребят. Если смотреть на ситуацию именно с такой колокольни, то с девушкой в сцене с Юнги все довольно ясно. В Юнги происходит постоянная борьба между тягой к музыке и склонностью к пагубной жизни, к саморазрушению. Он постоянно удаляется от своей мечты, а девушка – это та его истинная суть, что старается защитить свою, а значит и его мечту. Но Юнги не может разобраться в себе, поэтому все заканчивается плохо. Какие такие известия сбили с верного пути нашего Мин Юнги, мы можем просто гадать, но то, что это было нечто очень важное для него, остается фактом. Еще один интересный факт, но он довольно пугающий. Есть такое понятие, как клуб 27. Членами этого клуба считают музыкальных гениев, а также некоторых других творческих личностей, погибнувших в возрасте 27 лет. Наиболее известная шестерка, вот он список, но я хочу обратить ваше внимание на Курта, участника группы Нирвана. Все эти неповторимые артисты погибли при разных обстоятельствах, но эти смерти часто связывают с их вредными привычками, такими как алкогольная зависимость или наркомания. И есть множество легенд и суеверий по этому поводу. Одна из них – это проклятие белой зажигалки. Дескать, у 5 из этой гениальной шестерки посмертно была найдена вот такая белая одноразовая зажигалка. Позже компании, выпускающие подобные зажигалки, опровергли этот факт, ведь смерти многих из этих музыкантов произошли до того, как зажигалка поступила в продажу. И достоверно известно только про Курта, участника группы Нирвана, у которого такая зажигалка была точно найдена после смерти. Но легенда к тому времени уже надежно закрепилась, и эта зажигалка стала не очень хорошим символом. И мне совсем не хочется связывать BTS с этими историями, тем более, что нашим ребятам еще нет 27 лет, но точно такую зажигалку мы видим в Love Yourself у Шуги, который разрывается между музыкой и своей склонностью к саморазрушению. Скорее всего, это просто нелепое совпадение, а не какое-то там проклятие, но мне ведь не кажется, что я вижу на этом плакате надпись «Нирвана».
и вот тут вот на одежде У Ви. Кстати, основателем клуба 27 является Роберт Джонсон. Он совсем не умел играть на гитаре, но после своего недолгого отсутствия стал гениальным виртуозом. Есть легенда, что он заключил сделку с дьяволом, но не прочел внимательно условия контракта. Поэтому дьявол до сих пор продолжает забирать души многих талантливых людей в возрасте 27 лет. Многие из них неоднократно пытались совершить самоубийство. С остальными персонажами все довольно размывчиво и надумано с моей стороны, поэтому, возможно, в будущем я сочту все вот эти вот свои догадки полным бредом. Но поскольку я вас предупредила, то могу со спокойной душой продолжить. Просто предположу, что та сторона Джина, которая полна решимости и уверенности, все никак не проснется. Даже тут он стоит как истукан, и, возможно, лицо этой девушки ему показалось знакомым, как в последних записях флориста, которому очень знакомым показался их первый клиент, заказавший цветы Смиральда. В заметках Джина к Хвоян Йонхва есть фраза: «Придет день, когда я наберусь смелости, чтобы встретиться с самим собой, но в любом случае сейчас я не могу». Именно эти слова меня заставляют думать о встрече с этой девушкой, как о встрече с самим собой. Эти записи в дневнике что-то поменяют в Джине, и он начнет действовать. Но встретиться с этой девушкой ему так и не удастся. Во всяком случае, в этот раз, если мы все же имеем дело с перемещением во времени, и все обратимо. К слову о перемещении времени, я допускаю, что это имеет место быть, и позже немножко подробнее расскажу об этом. Нет смысла отрицать, что Чимин и Хасок имеют связь и нечто общее в их историях. Поэтому, глядя на единственную девушку в их сценах, могу предположить, что наш талантливый Чимин, который, как мы знаем, относится к себе слишком критично, хочет быть человеком, способности которого будут признаны кем-то другим. Недавно он говорил в своем интервью, что во время подготовки сольной песни «Лай» он очень старался и хотел, чтобы все было идеально. Он постоянно сомневался, и поэтому ему было важно услышать, что у него все получается прекрасно, но взамен слышал лишь сухое «да, молодец, неплохо». Это очень расстраивало его. Неудивительно, ведь Чимин – перфекционист, который постоянно притирается к самому себе и быстро теряет уверенность, если не получает признания. Поэтому здесь он продолжает сидеть на полу, выглядывая счастливое лицо девушки, в то время как девушка уверенно танцует наравне с Джей Хоупом, словно она его проекция, которой удалось освободиться от своей неуверенности. С другой стороны, эта же девушка может также быть проекцией Хасока. В свете вот этих воспоминаний мы знаем, что Джей Хоуп получил в детстве психологическую травму, из-за чего у него развился синдром Мюнхгаузена. Об этом говорится в его коротком фильме. Выдумывая несуществующие симптомы болезни, люди с синдромом Мюнхгаузена хотят получить внимание и заботу от окружающих. И у Хасока есть причина испытывать такую потребность. Вы только посмотрите, вот тут в сцене с тортом он становится центром внимания. И посмотрите, как он счастлив. А девушка является тем, кто проявляет это самое внимание. А тут она падает на пол, и похожая ситуация была в фильме с псевдобольным Хасоком, и теперь уже она является тем, кто нуждается в заботе, а он становится тем, кто эту заботу проявляет. Словно я смотрю на этих двоих как на одного человека, даже вот здесь они танцуют как отражение друг друга. И поскольку эта единственная девушка может быть проекцией обоих парней, то, думаю, эта сцена показывает, как Чимин, борющийся со своей неуверенностью в одиночку, отталкивает от себя Джей Хоупа в прямом и переносном смысле, раня тем самым как его, так и себя самого. Джей Хоуп нуждается в заботливом Чимине, а Чимин нуждается в поддержке Джей Хоупа, который, как мы знаем, является символом надежды всех BTS. Но в конце концов Чимин отталкивает Хасока, отворачивается, не признает, он просто лжет, будучи уверенным, что он недостоин признания и общества такого талантливого человека, как Джей Хоуп. Поэтому они оба остаются одни, хотя вроде бы как следуют одной мечте, и может быть эту мечту отражает вот эта лесная картина, я не знаю. Давайте поговорим про Чонгука. Версия о том, что Чонгук попадает в больницу после той самой аварии в Айнидио, вполне правдоподобна. В любом случае, он здесь, в больнице, бездумно гонит по коридору на своем
катательном троне и сталкивается с ней. Он так же, как и Джин, вглядывается в ее лицо, словно она кажется ему знакомой. Может ли эта девушка быть отражением его самого? В любом случае, в отличие от Джина, он принимает ее дружбу, словно принимает себя, того себя, что тянется к творчеству. Мы знаем, что Чонгук любит рисовать, поэтому теперь он рисует, а здесь он вспоминает Шугу. Почему? Ведь брелок с их инициалами он еще не увидел, а девушка и ее музыка ему должны быть незнакомы. Да, я думаю, что он подумал о Шуге, потому что увидел в ней своего Хёна. Поэтому он снова открывает для себя мир музыки и думает, что обрел себя. Но в самый ответственный момент что-то идет не так. Он потерял эту девушку, словно потерял себя. Я рассказывала в своем видео про черное и белое, что Бан Шихёк, продюсер Бантан, нам как-то приоткрыл, что перед дебютом, самым дебютом, Чонгук хотел отступить, потому что боялся петь. И Бан Шихёк даже думал, что из-за этого Чонгук не сможет дебютировать. Я нашла это прекрасным объяснением для себя в видео, где анализировала новое лого BTS и ARMY. Возможно, это может быть объяснением и в этот раз, и я сейчас расскажу почему. О том, что все тут накрепко связано с прошлыми историями, пожалуй, сомнений нет ни у кого, но я хотела поделиться своими наблюдениями. При просмотре Love Yourself у меня осталось стойкое чувство, что я пересматриваю альтернативную версию коротких фильмов Винс. Например, тут, где стоит Чонгук, или здесь, где на темной проезжей части Юнги лишается своих крыльев, тратя для себя музыку, которой сам же и пренебрег. Я об этом обо всем рассказывала. То, что Тэхён снова попался, пожалуй, неудивительно, и остальные истории тоже можно трактовать так, что они на самом деле будут сходны и символичны, но это лишь мои сырые мысли, которыми я не хочу вас путать, пока сама не разберусь, но вы тоже можете подумать об этом. В своем видео 10 фактов о BTS я уже упоминала, что ролики, рекламы, промо с участием ребят связаны с их историей и рассказывала об обуви, которую BTS совместно с этим брендом создали специально для ARMY. Там мы видим вот этот логотип. Его же мы можем рассмотреть на больничной одежде в Love Yourself. И теперь я поговорю о способности Джина управлять временем, или реальностью, или чем-то вроде того. И, конечно же, я не могу игнорировать отсылки истории Бантан к фильмам «Начало», «Про сны», а также отсылки к другим произведениям, которых я пересмотрела целую кучу, и они мне тоже кажутся вполне очевидными. Думаю, это достойно отдельного видео, но сейчас скажу только это. Мне кажется, что вот этот момент, где Джин решается встретиться с той девушкой, и является нормальным течением событий, продолжением того, что уже произошло со всеми парнями. Неизбежность – то, что должен пережить каждый из них, чтобы двигаться дальше. Но ему причиняют боль неудачи ребят. Эта поездка в машине по дороге своей судьбы может отражать не просто отрезок пути до встречи с девушкой, а показать всю боль из-за бед, случившихся с младшими за это время. И его личное испытание отражено вот в этой сцене, когда настала очередь его самого. Это становится последней каплей, поэтому Джин каким-то чудесным образом возвращается к тому моменту, когда еще ничего не произошло. Я не знаю, возможно, это цветы Смиральда из изумрудного города умеют исполнять желания, а возможно, ничего не произошло, и это все является лишь страхами Джина. К слову о течении времени. В заметке Джина Чонгук попадает в аварию 13 июня, когда Джину 22 года. А следовательно, если считать по-корейски, это 2013 год. Но здесь, в блокноте, мы видим 2017 год. Я лишь могу сделать вывод, что время продолжает идти, но события не развиваются из года в год. И каждый раз, когда Джин хочет продолжить движение, он вспоминает о том, через какие сложности они все должны пройти. И хоть он знает, что замерший мир вокруг него лишь красивая ложь, что все вокруг стали заложниками его трусости, он боится двигаться дальше. В инстаграме Бантан к фотографии времен Хваян Йонхва стоит хэштег Neverland. А мы знаем, что это сказочная страна, в которой дети не взрослеют, страна беззаботности и вечной молодости. Поэтому мы так часто видим прекрасное и неизменное лицо Джина в отражении. Но при этом неизбежные события на море того лета, что заставили их расстаться, уже произошли. И хоть Джин продолжает себя тешить мыслью, что просто присутствие парней в этом замершем мире ему достаточно, он больше остальных хочет того, чтобы они снова были вместе. Но это невозможно, пока Джин не подчинится судьбе. Но что же случится, если он в конце концов решит двигаться дальше и отправиться на эту злополучную встречу? Если она на самом деле является проекцией Джина, то он должен принять себя таким, научиться любить свою несовершенность. А парням нужно пройти через все это, ведь только так они смогут побороть свои страхи, понять и тоже полюбить себя.
Есть еще один способ быть вместе, вернуться туда, где они все еще были вместе, и постараться все исправить. Но знаете ли вы про эффект бабочки? И я не про фильм, хотя он тоже имеет здесь место быть, я про теорию хаоса. Она гласит, взмах крыльев бабочки может вызвать цунами в другой части света. Это значит, что даже одно единственное слово, сказанное в прошлом, может привести к непоправимым последствиям в будущем. Хотя, вы знаете, возможно, Джин уже возвращался и пытался все исправить. Саран-саран, с вами была Ариран, я вас всех люблю и целую. Пока-пока-пока.